Всем привет! В этом видео я хотела бы разобрать айсберг, посвященный моей любимой группе Mindless Self-Indulgence. Чтобы был понятен айсберг, давайте сначала разберем, кто такие Mindless Self-Indulgence вообще. Mindless Self-Indulgence, сокращенно MC. Американская рок-группа, которая образовалась в 1997 году, которая использует в своих песнях элементы панка, металла, индастриала и электроники. Группа состоит из Джимми Юрина, Кити, Линди и Стив Райта. Будем считать эту информацию достаточной, иначе тогда я вам проспойлерю весь айсберг. Судебный процесс Джимми. Последняя новость, связанная с Джимми, заключается в том, что его обвиняют в 2-летних сексуальных отношениях с 15-летней девушкой, которая обвиняет его в том, что он неоднократно ухаживал и приставал к ней и подвергал сексуальному насилию. В самом иске женщина, которая осталась неизвестной, так как она была несовершеннолетней, утверждает, что у нее были сексуальные отношения с Джимми по январь 97 по июнь 99 года, когда ей было 15, а Джимми 27. Согласно иску, он знал, что обвинительница была несовершеннолетней, поскольку в какой-то момент написал ей письмо с пожеланием счастливого 15-летия. В течение этого времени Джимми вел себя так, как будто они были в отношениях по обоюдному согласию. Также говорится, что он ей манипулировал, заставляя думать, что их отношения защищают от него, младших несовершеннолетних. На протяжении всех отношений он фотографировал ее обнаженной и просил, чтобы она вела себя как маленький ребенок, сосала большой палец, спускала слюни и писала штаны во время половых актов. Согласно иску, Джимми якобы купил ей поддельное удостоверение личности, чтобы она могла ходить с ним на концерты и употреблять алкоголь. После того, как девушка убедилась, что у них были отношения, он также якобы пытался скрыть их отношения, сказав ей не проявлять нежности к нему на публике. Tighter, You're Rebel to Anything, How I Learned to Stop Giving a Shit and Love Mindless Self-Indulgence, Frankenstein Girls Who Seem Strangely Sexy и If — это все студийные альбомы MCI. Tighter — переиздание дебютного альбома Tight, который вышел 20 апреля 1999 года. В альбоме Tight 14 треков, а в переиздании еще 11 бонусных. В этом альбоме есть такие треки, как Bite Your Rhymes, переиначивающий строчки Vanilla Ice, Diabolical, цитирующий песню рэпера Just Ice, ну и трек Bring the Pain, который является кавером на Bring the Pain Method Man. И треки Mindless Self-Indulgence и Mindless Self-Indulgence задом наперед являются автоответчиками группы. Оба они касаются бронирования группы для живого выступления, но оба раза звонивший Octavio 9 не мог вспомнить название группы. Frankenstein Girls Who Seem Strangely Sexy — второй альбом группы, выпущенный 22 февраля 2000 года. Альбом состоит из 30 треков, 4 из которых являются автоответчиками. Обложку альбома нарисовал Джейми Хьюлетт, художник, известный по тому времени Tangerel, а в настоящее по Gorillaz. Комментарий Джимми Юрина в оформлении обложки альбома. В 1998 году имя Джейми Хьюлетта было синонимом Tangerel, влиятельного комикса, но еще не Gorillaz. Поэтому для меня не должно быть таким сюрпризом, как то, что наш звукозаписывающий лейбл сказал: кто, черт возьми, такой Джейми Хьюлетт? Мы хотели, чтобы он стал артистом для нашего релиза 2000 года Frankenstein Girls Will Seem Strangely Sexy. Нам пришлось разыскивать его самим, потому что лейбл даже не представлял, как его найти. Когда мы наконец взяли его на борт, мы просто сказали: рисуй все, что хочешь. Он прислал мне несколько предварительных набросков, которые должны были стать обложкой пластинки. На этих набросках были написаны тонны маленьких заметок, такие как «это будет зеленым, а не серым», «я потяну это». И одна маленькая заметка внизу, в которой говорилось: девушки Франкенштейн будут казаться странно сексуальными. Я думал, что это была величайшая вещь, которую я когда-либо слышал. Мы спросили его, можем ли мы назвать нашу пластинку в честь этой заметки, и Джейми сказал: ты можешь, если хочешь, вы, ребята, чокнутые. В трек-листе на задней обложке все гласные заменены звездочками, даже в тех словах, которые обычно не считаются оскорбительными. Это было сделано в знак протеста против цензуры. Треки этого альбома также расположены в алфавитном порядке. Закономерно, что диск достаточно быстро стал культовым явлением, а группа была названа родоначальниками нового стиля, представляющего собой смесь индастриала, брейкбита, панк-рока и рэп-кора. You Rebel to Anything. Это третий альбом группы, выпущенный 12 апреля 2005 года. Он является первым студийным альбомом, попавшим в Billboard, а также первым студийным альбомом, который вышел за пределы США. Всего из этого альбома было сделано 3 клипа на песни Shut Me Up, Straight to Video и особо выделил клип You Rebel to Anything, потому что он почему-то не сильно популярный. Позже, в 2008 году, был выпущен ремастер этого альбома, в том же году, что и вышел If. If
Четвертый студийный альбом группы, выпущенный 28 апреля 2008 года. Из этого альбома есть всего 3 музыкальных клипа на песни Animal, Mark David Chapman и Never Wanted to Dance. Для EVE выпускались 3 эксклюзивных изданий: Clean Radio Edition, эксклюзивная радиоредакция с чистыми версиями всего альбома; Digital Deluxe Edition, цифровая копия EVE, в которой добавлено несколько бонусных ремиксов; и International Edition, международное издание, которое продается везде, кроме США. How I Learned to Stop Giving a Shit and Love Mindless Self-Indulgence. Альбом является 5-м полноценным студийным релизом Mindless Self-Indulgence. Само название является отсылкой на название фильма «Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». Альбом включает в себя 13 треков и 5 бонусных. Бонусные можно было получить лишь при донате в Kickstarter, о котором я упомяну позже. Появление Шанталь. С тех пор, как в 2008 году Джим и Шанталь поженились, то голос Шанталь начал появляться в последующих творениях Джимми. В треках Evening Wear, Get It Up, Witness и Yes Backwards. MV-MCI. Многие фанаты MCI старше 18 узнали о них конкретно из этих видео, в которых под различные вырезки из аниме играли песни MC. Kerrang. Kerrang — это рок-журнал, в котором по MC записывали различные подкасты для тура 2008 года. N-Word. N-Word использовался больше всего именно в альбоме Tide. Как заявлял сам Джимми, он не использует его как оскорбление. Просто именно это слово гармонично подходит к его песням. Pink. Альбом Pink с треками, записанными в период 90-е по 97-е года, это пластинка, написанная и записанная 22-летним Джимми, спродюсированная и сведенная 45-летним Джимми. Это был умный способ показать архивные записи. По этому альбому есть видеоклип на песню Personal Jesus. Kickstarter. Со времен появления торрента треки MCI просто начали заливать туда и скачивать, не покупая их диски. Потому в 2012 году компанией Kickstarter был профинансирован альбом 2013 года. При донате определенных сумм вы могли получить цифровую версию альбома, футболку, худи, кастомную гитару и бас от Стива и Линзи, рубашки Линзи во время прошлых туров, книга от Кити с фотками MCI во время туров, мини-версию альбома, куртка Джимми тура 2012 года, стенды во время тура EVE, микрофон Джимми туров 2004-2007 годов, клавиатура Джимми, используемая для написания песен с альбома 2005 года, и при самом большом донате в $5000 ваше имя будет присутствовать в названии песни, но не в тексте. Хиатус. После выпуска альбома Pink MC заявили о хиатусе, который продолжается уже 7-й год, а после того, как на Джимми подали в суд, то сам Джимми пропал из сети в принципе. Но как он говорил в одном из своих интервью, что если MC уйдут, то они сделают свой последний тур, они пропадут навсегда. Despierta Los Niños, Another Mindless Rip-Off и Less Than 3 — это все эпишки, которые вышли у Mindless'ов. Our Pain, Your Gain. Это первый концертный DVD и релиз, выпущенный 11 сентября 2007 года. DVD составлен из 3 концертов, которые группа отыграла в нью-йоркском Уэбстер-холле в июле 2005 года. Также на диске помимо самих песен есть интервью с фанатами, различные дополнительные материалы по типу фоток с концерта и создание песен Shut Me Up и Straight to Video. Alienating Core Audience, Mastermind, 3S и Thank God. Alienating Core Audience — это концертный альбом, записанный на концертах в начале 2002 года. Он включает в себя эксклюзивные песни Like Shit, Rip-Off и Panty Shot. Mastermind — это цифровой альбом с 2 треками, за покупку которых вам доставалась загрузка песен в высоком качестве. 3S — это сингл-винил, который доставался всем тем, кто купил все 3 версии EVE. Thank God — это был рекламный сингл с уже поимевшими популярность Bring the Pain и Clarissa. Вторая часть Brooklyn Hype. В альбоме Despierta Los Niños этот трек имеет только первую часть, а второй нет. Почему ее нету в альбоме, нету никаких объяснений. Вторая и первая часть имеется только в видео концерте 2003 года. Аппетит Кракер. Ни одна звукозаписывающая компания и ни один лейбл не хотели брать подобную музыку, как у MC. Потому MC сами создали свой собственный лейбл и назвали его Аппетит Кракер. Переводится как «белый мусор». N-Word только в отношении белых. The Left Rights. Left Rights — это группа, состоящая из Джимми Юлина и Стива Райта. Всего они выпустили 2 альбома — Left Rights и Bad Choices Made Easy. Было выпущено всего 3 клипа на песни Genesis 1612, White и Little Hard Dons. Vanessa White — это бывшая басистка группы. Она была в группе с 1998 по 2001 год. Согласно странице форума Mindless Self-Indulgence, она покинула группу в хороших отношениях летом 2001 года, чтобы стать астронавтом. После ее ухода Линзи присоединилась к группе, заменив ее на басу. По словам Кити, на данный момент известно, что она стала матерью. MC комик. Adventures in Mindless Self-Indulgence — это комикс по MC, вышедший в ноябре 2010 года, рассказывающий об истории группы на концертах. Комикс был нарисован художницей Джесс Финк. Кити — это кузина Джимми.
В конце 90-х годов, когда группе нужен был барабанщик, они выставили рекламу, где как раз его и искали. Mindless Self-Indulgence, нужен грёбаный барабанщик. Если ты девушка или парень возрастом 18-27 лет и любишь порезвиться, вы можете претендовать на роль нашего молодого новичка. Если вы позвоните по этому номеру, тебе лучше быть молодым и стильным, и тебе лучше не тратить мое ебучее время. Так что звони, если тебе нравится Sex Pistols, Nine Inch Nails, олдскульный джангл рэп, вонючая задница твоей матери, и ты не против поиграть барабанщиком для группы педофилов. Но в итоге барабанщиком группы стала Китти, так как она сама просила Джимми быть барабанщиком. Но Джимми изначально этого не хотел, так как тогда Джимми было 27, а Китти было 17. Mindless Self-Indulgence Self-Titled. Mindless Self-Indulgence — это демо-альбом из 8 треков, записанный Джимми Юрином и его братом Маркусом в 1995 году. Из этого альбома Джимми взял название для последующей группы. Обложку альбома сделала Китти, а для трека Bed of Roses гитару сыграл Стив Ред, для которого это была первая работа с Джимми. Помимо самого альбома выходил рекламный кассингл в том же году всего лишь в 50 копиях, где было всего 2 трека. Angry Boy — это запись из аудиодневника Джимми в альбоме Pink. Well, it's a Saturday in July 1992. It's gotta be like 3 o'clock or some shit. I hate everybody. And the more I think about it, the more I hate them. And it's just people, man. It's the fucking people. I mean, I looked in the mirror and I said, that looks cool, man. You look like a ugly motherfucker. Like a skinny little weirdo. How can I walk around town the way I am, knowing that I know who I am, and you people looking at me like I don't know who the fuck I am? That I expect all of you to realize who I am. And that's me being unreasonable. I don't like to let people make me make the decisions by looking at them and saying, I think they're saying this. But to give me this attitude like I don't know what the fuck I'm doing, bugs the shit out of me, man. You know? I keep moving and trying to stay a step ahead of people, even if it's a step ahead in a direction that no one's gonna go. You know, not because they're frightened, but because no one's gonna go that way. You know, I mean, there's a lot of directions when you move forward to go. But I can't stand it. I'm so fucking picky. That's the way I am with my music. My shit comes in, and I'm like, yeah, man, that's a nasty song. And now it's like, all right, it's done. In a sense of like, man, when I first did it, it sounded cool, and I know it sounds cool, and I know that if I play it for people, they go, holy shit, that's a nasty song, man. It sounds like fucking on steroids and shit. But it's not that. It's the fact that I hear these new things every time I fucking do something, you know? And then I lay them down, and there they are, and then I move on. And it's so fucking hard when you gotta be the fucking everything at once. I mean, do anything, motherfucker, and get this shit out. 92, how long have you been doing this shit? You've been doing the shit you've been doing for a year. And man, you got some nasty shit, let me tell you. You've always had shit coming at you. That was never a problem. The problem was being able to associate it with yourself. Now you know what you are. Next thing you do is to make everybody else know who you are, motherfucker. You put things together that don't go together. That's what it's all about. Creating is putting things together that don't go together. And you make something else. Because it's all about progress, motherfucker. I am progress. Get off your fucking lazy ass and make something better than I made. That's the thing. It's mostly, no, that's not me that I'm so worried about. It's not, I'm not worried about who I am more than I'm worried about who I'm not. And I mean, you know, maybe I look like a fucking idiot, and maybe it's not the next thing. I'm not saying that I'm trying to get hip on the hip thing. It's not a matter of fate, it's a matter of choice. I mean, that's one thing I got. I think I will never lose that. I may not always be Angry Boy. My music may not always be hard-edged, or soft-edged, or weird, or not weird, or straightforward, you know.
But the one thing I will have, not to sound fucking hokey, is definite fucking complainable sense of humor. Definitely different, I'll give you that. And besides all that bullshit, because I know what I'm doing. Nobody ever trusted that I knew what I was doing. Ever since the beginning of fucking time, nobody thinks I know what I'm doing. I know what I'm doing. If you don't do your homework, you're gonna fail. Do you know that? What do you think? What do you fucking think? If you don't go to college, you're not gonna get a good job. You're not gonna get a great education. No one's gonna hire you. No shit, I know this. I know what goes on, and I've made my choices. And it's frustrating to look at this world and say, hey, look, you fucking assholes. I'm just being me, motherfucker, and I gotta tell you how I am. It's like, oh man, I could go on for days and days on this shit. I'm not gonna go on that. I'm still fucking pissed at this shit. Well, I don't give a shit. So that's the end of that. MCI Remixes. Всего альбомов ремиксов было на песни Fuck Machine, Pay For It, On It, Issues, Never Wanted To Dance, Shut Me Up, Straight To Video и Bitches Molly. Селия Юренджер. Так зовут мать Джимми, голос которой появлялся в песне Марк Дэвид Чапман. Supe que nadie iba a comprender tu música, pero tú no me hiciste caso. Yo te dije, no te vistes en color rojo. Te dije, no debes de firmar con una compañía de discos tan grande. Ellos no te aprecian. Yo no te veo en MTV. Retard to Bot. Эту группу часто путают с MC, так как у нее очень похожее звучание и вокал. Игорь Secret Stash. Это эпишка, которая вышла в 1999 году и имела в себе треки из Frankenstein Girls и Sims Strangely Sexy. В двух версиях Faggot, I Hate Jimmy Page, Bitches, Planet of the Apes и Cocaine and Two-Piece. Япония. В Японии вышли свои версии альбомов If и You're Rebuilt to Anything. В японское издание You're Rebuilt to Anything вошли демо-версия Bomb This Track, ремиксы Straight to Video, Shut Me Up и What Do They Know, а также трек Frank Pain из Another Mindless Rip-Off. Японское издание If включает в себя треки из оригинального альбома, а также бонус-диск с большим количеством ранее выпущенных ремиксов, 4 новых бисайда эпохи If, которые представлены на Less Than 3, и новую версию Written and Code Blood. Crappy Little Demo — это демо-записи альбом MC. Он был выпущен в 1997 году. На демо-ленте представлены демо-записи Tide и Frankenstein Girls и Sims Strangely Sexy. Последняя песня этого альбома — это стендап-комедия Ленни Брюса. Джонан Васкиес. Это художник, мультипликатор, сценарист, режиссер музыкальных клипов и актер озвучивания, который наиболее известен по «Пришельцу Зиму». Для MC он режиссировал клип Shut Me Up, а также нарисовал обложку делюкс-версии If и альбомов, связанных с If. Little Jimmy Urine Show. Little Jimmy Urine Show — это шоу, состоящее из двух выпусков: как написать песню MC и как стрелять из пистолета. Шоу представляет из себя только аудио без видеоряда. Помимо этих шоу на канале и того человека, кто залил эти шоу, есть специальные сообщения от Джимми Юрина, и Джимми Юрин сливает ремиксы Straight to Video. Jimmy and Steve Prank Calls. Это видео в двух частях, в котором Джимми звонит различным людям и пранкует их, и рядом с ним, скорее всего, лежит Стив. The O. Помимо самих MC на лейбл Apti Cracker подписывали контракт группы The O. Но, как говорит сайт MC, Apti Cracker только что подписали The O контракт на 5 миллиардов лет, без денег. Так что теперь они в полном дерьме. Самое меньшее, что вы можете сделать, это пойти посмотреть на их предстоящие концерты, чтобы вселить в них ложные надежды. И нам дают послушать 60-секундный отрывок из трека Anal Thermometer из их кассеты. Songs from Song Meanings. Помимо всех песен MC есть те песни, которые были добавлены по случайности или были вообще перепутаны. Bring the Cocaine и Bring the Pineapple — это Bring the Pain.
Wannabe и Power Kiss — это песни других групп, но скорее всего они были добавлены, потому что Джимми их тогда исполнил на концерте. I Can Make a Gimlet и eBay. Okay, we're gonna play a song. I can make a gimlet. Okay, we're gonna play a song. Gimlet. I can make a gimlet. Gimlet. eBay, this shit. Put it on eBay and sell it for a lot of money. Oh my god, holy shit, I forgot about this band. Yo, I fucked that girl twice. Oh my god. Holy fuck. Ну вот и подошел к концу айсберг POMC. Я рассказала все, что хотела в этом видео, ну и да, с наступившим уже Новым годом вас, чтобы у вас все было охеренно. Короче, всем пока. Makes you famous, all the violence makes a statement. Once your lights out, hit the pavement.